Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Talks, и вскоре, наконец, я выпущу видео с подборкой игр о вампиризме, но сегодня у нас новый выпуск игровых новостей. Меня просили делать паузу между новостями чуть больше, я услышала, я постараюсь. Ну а насчет быстроты своей речи тут не ручаюсь, потому что, вот так вот игры о новостях оно и есть. Долго тянуть не будем, погнали. Начнем с новости, которая меня дико обрадовала, потому что я довольно часто вспоминаю про Killmonday Games и хочу игры, похожие на то, что делали они. Кстати, я буквально в прошлом выпуске игры новостей упоминала их. Так вот, они выдали новый трейлер будущей игры в своих аккаунтах, пока инфы почти нет, кроме того, что в игре будут и Френдбоу, и маленькая мисс Неудача. Что логично, так как они в одной вселенной. Скорее всего, сейчас игра на ранней стадии разработки. Что ж, ждем. По крайней мере, я очень ожидаю. Вышедшие из Blizzard Entertainment студия Bonfire при поддержке издателя Dream Age анонсировали свой дебютный проект – фэнтезийный PvP-боевик под названием Acheron. Для разработки своего первого тайтла от Riot Games студия получила финансирование в размере $25 миллионов. Геймплей игры акцентируется на противостоянии разных отрядов в королевской битве. Всего в одном матче могут участвовать до 15 команд по 3 человека в каждой. Судя по всему, в игре не будет никаких определенных ролей или классов, и весь потенциал конкретной игры зависит от индивидуальных билдов. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Сроков и релизов пока нет, однако с 19 по 21 сентября можно будет поучаствовать в альфа-тестировании. Для этого достаточно запросить доступ на странице в Steam. Ожидаемая многими, включая меня, Borderlands 4 вышла и принесла с собой смешные обзоры. На данный момент это 63% положительных. Виной тому первоочередно, судя по отзывам, стала оптимизация. У некоторых играющих игра не доходит дальше главного меню, а у других вообще не запускается. Плюсы, несомненно, тоже есть. Хвалят улучшенный геймплей, большой мир, более понятный интерфейс и прочее. Стартовый показатель четвертой части, кстати, оказался самым пиковым среди серий, достигая 124 тысяч человек. Тут, конечно, не обошлось очередной раз без небольших недовольств. Глава Gearbox Software Рэнди Пичвард заявил, что у людей были завышенные ожидания от игры, и на платформе X отвечал людям на комментарии в духе «Не нравится? Не играй. Оформляй возврат». Многим его ответы показались агрессивными и откровенно неуважительными в сторону аудитории игры. В целом, Пичвард не впервые выдает что-то подобного типа, за что люди не очень довольны им. В прошлый раз, например, он выдал инфу о том, что настоящие фанатки и фанаты серии в любом случае смогут купить игру, несмотря на ее ценник. Честно говоря, про оригинальные цены он, походу, вообще не слышал, так как игра в Украине стоит дофига леон денег, поэтому я ее, собственно, до сих пор и не купила. Ну что ж, если судить по его словам, я не настоящая фанатка серии, хотя играла во все части и даже их люблю. Ну ладно. Появились новые оценки Silent Hill F. На момент написания новости у нее хорошие оценки: 86 баллов в версии для PS5 и 85 баллов на агрегаторах рецензий. Игру рекомендуют 78% критиков. Журналисты и журналистки особенно выделяют впечатляющую визуальную часть, дизайн, монстров, гнетущую атмосферу, увлекательный сюжет, сильную актерскую игру и также саундтрек от Акиры Ямаоки. Среди плюсов также отмечают увлекательный геймплей и общее качество исполнения. К недостаткам относят неудобную камеру, которая плохо себя ведет в тесных пространствах, не самые удачные головоломки по меркам серии, ограниченное разнообразие врагов и отдельные проблемы с производительностью. Особенно в насыщенных экшеном сценах, где заметно проседает частота кадров. 3D-платформер Chicken Head The Treasure of Speaking Birds выйдет 14 октября на ПК и консолях. В Play Store уже открыт предзаказ, на других платформах появится позже. Компания также запустила настоящую охоту за сокровищами, где главный приз — это золотое перо с драгоценными камнями и золотой слиток, внимание, в $200 тысяч. Релиз шутера Painkiller перенесли с 9 на 21 октября, мол, компании нужно больше времени для финальных штрихов. Стоит напомнить, что игра станет первой игрой серии спустя 12 лет, и особенностью является кооперативное прохождение. Даже если играть вам не с кем, в одиночном режиме игры всегда будут боты, что не кинут вас в трудную минуту. И позволят не чувствовать себя одинокими. Возможно. Она готовится для ПК, PlayStation и Xbox, предзаказать ее также уже можно. Анонсирована новая игра в жанре боди-хоррора Ultrasound. Она будет про сложные чувства и космическую медицину, судя по всему, так как главной героиней выступит медофицерка на борту космолета. По обещаниям маленькой компании Here Below, нас ждут разные вариации концовок и тяжелые выборы. К слову, проект создают два молодых отца Уолтер Вудс и Джейсон Скальфано. По их словам, они черпают вдохновение из собственных переживаний о рождении детей. Игра выйдет на ПК в 2026 году.
Football Manager 26, симулятор спорта, как ясно из названия про футбол, выйдет 4 ноября на ПК, консолях и мобильных устройствах, а на Nintendo 4 декабря. Она получит полностью переработанные интерфейсы, новые инструменты управления командами. Также впервые игра вводит в серию женский футбол. По предзаказу сейчас игру можно купить со скидкой в 10%. Анонсирован научно-фантастический симулятор ремонтника The Lift. В игре предстоит восстановить огромный комплекс, брошенный после странной катастрофы. Игра выйдет на ПК в Steam в 2026 году. В будущем также на консолях. Сейчас доступен ограниченный плейтест. Для участия нужно только запросить доступ на странице игры в Steam. Я свой получила каким-то образом, даже не запрашивая, и заметила, что также у вас будет возможность кинуть приглашение одному человеку из френдс-листа. Анонсирована также уютная и приятная, как по мне глазу, игра Quiet Express Cabin 909. В игре мы проводим неделю на загадочном поезде, что проезжает через континент. За окнами меняется пейзаж, а в вагонах разворачиваются истории людей. Главная интрига — это поиск купе 909, о котором почему-то никто не помнит и не знает. Игра выйдет только на ПК в Steam. Дата релиза не сказана, однако есть информация, что игру можно будет опробовать на Tokyo Game Show 2025, которая пройдет с 25 по 28 сентября. В Infinity Nikki красивой гачи-переодевалки не так давно вышло обновление. Новый сезон принес с собой новые наряды и задания с музыкальной тематикой, а также коллаборацию со знаменитой Stardew Valley. Но что еще интереснее, появилась система домов и их мебелирования. Однако не обошлось без критики и извинений инфолдов. Были выражены массовые недовольства о завышенной цене. После этого разработчики пообещали тщательно корректировать цены на наборы мебели. Как бы мне самой не нравилось Ники, но цены на платный контент там действительно кусаются. Да и круток дается совсем немного. Хотя сам по себе мир просто волшебный, и для тех, кто, как и я, любит делать множество скринчиков, мир прям вот то, что нужно. Кстати, про Stardew. Эрик Барани, разработчик этой самой Stardew, заявил, что он готовит еще одно масштабное обновление 1.7 для любимой многими долины. Что именно нас ждет, пока не раскрывается. Также спешу напомнить, что сейчас он на всех парах работает над своей новой игрой Hunted Chocolater и сильно отвлекаться от нее не собирается. Для рогалайка Rainbow Watch выпустили крупное обновление Hogless of Dreams. Нас встретили новые побочные квесты, новая активность, платный набор снаряжения, новые ачивки, декорации и другие изменения и улучшения. Самое крупное среди всего — это новая механика «Песочные часы грез», которую можно активировать у песочного человека. При активации предлагается пройти карту на скорость и получить больше крутых наград в случае выигрыша. Amazon готовится к производству сериала по известной Tomb Raider. На главную роль Лары Крофт уже утверждена актриса, также известная по «Игре престолов» и «Люди Икс. Апокалипсис» Софи Тернер. К сожалению, тут без хейта на женщину не обошлось, потому что многим она не понравилась по причине «она не Анджелина Джоли», или «она некрасивая», или «она не сексуальная», но будем держать за нее кулачки. Адаптацией, кстати, занимается сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, а съемки начнутся в январе 2026 года. Также Amazon дали зеленый свет на съемки сериала по игре Life is Strange. Пока данных ни про премьеру, ни про актерский состав нет, но самое интересное, разработчики и разработчицы оригинальной игры Don't Not никак не связаны с будущей экранизацией и не участвуют в создании. 4-й сезон сериала «Ведьмак» с новым актером главной роли Лиамом Хемсвортом обозначили на конец октября. Как я поняла, встретили его не очень тепло. Многие не в восторге от тизера нового сезона, так как он получил 37 тысяч дизлайков на 17 тысяч лайков. Я лично ничего сказать не могу, потому что сериал мне не интересен, я его не смотрела, не интересуюсь и едва ли буду. Но вы можете написать в комментариях, если уже смотрели тизер, как он вам. Из ближайших фестивалей в Steam у нас Serbian Games Week, фестиваль игры Сербии, который идет буквально сейчас и продлится по 29 сентября. Также осенние распродажи от Don't Not, где скидки будут до 80%. Начнется 29 сентября, закончится 6 октября. Что касается ссор или скандалов в индустрии, тут есть нечто невероятное. Некий киберспортсмен под ником Брипо, игрок LoL, поспешил публично обосраться и во время трансляции выдал мнение, мол, женская физиология мешает в киберспорте. И есть время месяца, в которое женщинам не стоит играть в соревновательные игры. Он сделал данный вывод на основе своей бывшей партнерши, говоря, что она была чрезмерно раздражительной во время матчей, и добавил, что это не проявление сексизма с его стороны, а просто наблюдение. К счастью, у общества и коллег это вызвало негативную реакцию, а FlyQuest, профкиберорганизация, временно отстранила его от участия в матчах. Самое чудесное в ситуации — это то, что призовые средства обвипа будут переданы фондам, поддерживающим женщин в гейминге. Теперь минутка игр от женщин.
Уютная и человая игра Flowers and Flowers Florist Simulator от независимой разработчицы Ирис Миск, которую я недавно сама опробовала, погружает нас в симулятор флористки, где можно проявить свой творческий потенциал в создании украшений различных букетов для милейших клиентов и клиенток. Мне особенно понравилось, что в игре куча милых зверюшек и приятная цветовая гамма, которая не режет глаза. А еще в сети я видела много невероятно креативных и красивых скриншотов букетиков и была очередной раз приятно удивлена тому, какие могут создаваться красивые вещи в видении разных людей. Еще одна игра, связанная с цветами и садовничеством в той или иной мере, это The Abyss Garden, которая уже имеет страничку в Steam и скоро выйдет. Также ее уже можно заценить как демку. В ней мы играем за крестьянку Агнес, которая ухаживает за садом заброшенного аббатства в период придворных интриг и шпионажа. Гейм-директриса игры Эдвидж обозначила, что игра небольшая, сделана с ограниченным бюджетом, но с большой заботой. Я считаю, что это довольно похвально и достойно поддержки. Все ссылки на игры я оставлю в описании. Ну а новых крупных фестов и номинаций, о которых бы я не рассказала вам в прошлом выпуске игры новостей, в принципе пока что нет. Так что на этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, тоже нормально. Всем пока.